Едем на протест давай. J Company находится на улице Ричмонда 29. Такие мероприятия не очень часто проводятся именно около J Company. Ты можешь проникнуть в здание и поискать лабораторию JDH. Куда я иду, бога ради? Я вообще в правильном направлении. Ой. Кабинет Джон Дэйви Харрис. Ой-ой-ой, внезапно и неожиданно. Друзья, мы реально переехали в некий блогер-хаус. Дом, где живут только блогеры. Ну, кроме меня. Я тут типа монтажер Ричарда. Стоимость одной комнаты 1000 В за один день. И вот что я точно могу сказать. Мне нужны деньги. Супер срочно. Я буду работать на любой работе. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Чё там по мафиози? Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы придумали себе самую жесткую мотивацию. Бабло. Ну ладно, это старая добрая мотивация, но тем не менее, переезд в блогер-хаус, крутые комнаты, соседи-блогеры и богатый район. Это все дорого. Очень дорого. 1000 В за комнату на одни сутки. То есть, если верить моему балансу, я могу прожить здесь 4 дня. Да уж, мне срочно где-то нужно зарабатывать. Но ничего, я там вроде как этот, монтажер Ричарда. Сейчас сделаем супер крутой ролик, он зайдет, заработаем. Так, вот здесь получается немножко подрезать. Вот здесь взрыв бахнуть, а вот тут знак качества. Шикарно. Это лучший ролик, я считаю. Вот так мы и будем играть. Так, нет, я еще думаю, вот здесь тоже можно подрезать. Ну вот, собственно, продолжаем. Так, ладно, если серьезно, то, дамы и господа, добро пожаловать в блогер-хаус. Место, которое, оказывается, важно по сюжету. И как же я это понял? Да все просто, я зашел в отношения и увидел это. Новые имена. Давайте сразу пройдемся. Брай — это девушка. Высокая девушка, которая умеет танцевать, учится танцевать и при этом качается. Клео — это тоже девушка. Она нам проводила экскурсию в предыдущей серии, и в целом это все, что мы о ней знаем. Но в любом случае спасибо ей. Далее Тим. Парень. Живет неподалеку от нас, в соседней комнате, и он очень любит Ричарда. Ну, не в том плане, что любит, фанатеет, да. Ну и последний — это Глен. Высокий парень, который живет в соседней комнате от Тима, и он у нас вроде как ночной стример. Такие дела. И, кстати, я вот заметил то, что у меня времени идет 7:30, и оно просто остановилось. Может быть, мне нужно Ричарда разбудить? Привет. Нет. Давай на всякий случай сразу проверим отношения со всеми. Так, высокая девушка Брай. 30. Недоверие. Плохо. Клео, девушка. 35. Недоверие. Плохо. Тим, парень. О, равнодушие, уже хоть что-то. И наш ночной стример Глен, недоверие 30%. Да чё ж такое-то? Ну, ребята, ну я же как бы это тоже в блогерской тусовке и все такое. Чё сразу недоверие? Ладно, в любом случае, прямо сейчас мне, наверное, нужно пойти. Кто там шумит, блин? Это ты? А чё не спишь-то? Так а я же... Стоп, а ты чё не спишь? Сейчас же день. Я вот как раз иду ложиться. Обещал себе лечь пораньше сегодня, хотя бы в 5 утра, но, как всегда... блин. Но хотя бы сегодня надонатили много. Я очень мощную катку затащил вообще-то. Никто не думал, что смогу. Хоть в киберспорт иди после такого. Знаешь, слушай, парень, мне вот что интересно стало. А почему ты вместе с Ричардом живешь, а? Ты же его типа там монтажер, да? Зачем ему, чтобы монтажер с ним в одной комнате спал? И насколько я помню эту комнату, там одна кровать. Ты точно монтажер, а? Так. Ну да. Блин, и самое главное, что я могу сказать, я ведь и не монтажер тоже. А это точно твое дело, угроза. Да, я монтажер. Файлы Ричарда весят слишком много, а он хочет выкладывать в тот же день, что и снял. Поэтому я живу с ним. Солгать. Это полный отстой ответ по причине того, что здесь есть соседняя комната, которую, по идее, я могу снимать. А почему здесь нет ответа, то, что я хочу переехать, а? Ладно, раскусил, я не монтажер. Но это не то, о чем ты подумал. Я его друг с острова. Да, ладно, ты меня раскусил, я не монтажер. Друг с острова, конечно. Стоп, подожди, ты только что сказал с острова? То есть ты хочешь сказать, что ты тоже там был, как и Ричард? О, вот это реально прикол. Все обалдеют, когда узнают.
Да ладно, забей, не бойся. Никто из нас ничего про вас рассказывать не будет. Ни на стримах, ни на видосах. Мы тут все друг за друга горой вообще-то. Особенно, ну, когда притремся друг к другу хорошенько. Ты, конечно, хоть и не делаешь контент, но это же не значит, что не вольешься в нашу семью, да? Ладно, слушай, мой весь этот энтузиазм, это от бессонной ночи. Я, честно, на самом деле я адекватный, но все-таки спать хочется. Давай. Хорошо. Спокойной ночи? Так, ну мне, получается, сейчас дали жирный намек на то, что лучше подружиться, верно? Так, сколько, Глен? Недоверие 30. Ну а как я подружусь? Ты спать ушел. Опа, зато время пошло. 7:37. В итоге моя комната, которая пока что не моя комната, стоит. Я очень хочу сюда переехать, но в то же время я не понимаю, как нам... Ой. Как нам договориться? Привет. О, Ло. Поговорим? Прикольно, что мы с тобой вот вроде съехали с дешманской хаты, да? А спим все равно в одной кровати. Но я если что не жалуюсь, ты хотя бы не храпишь как Чарли. И не цепляешься за меня когтями во сне. Да, в этом весь Чарли. Мама сказала, что он сильно заболел с переездом. Сейчас он вроде как в клинике, под постоянным монитором врачей. Я там не очень понял, что у него за болезнь и все такое, но ему делали операцию. Даже что-то вырезали. Он не очень хорошо ее перенес, и вот, выявили теперь еще инфекцию. Надеюсь, ему там ее не занесли. Чарли. Его продержат в стационаре, пока антибиотики не подействуют. Я вот хочу съездить проведать его, когда к нему хотя бы пускать-то начнут. Может, моя великолепная рожа его порадует, а? Кстати, Ло, ты, если там ничем не занят, я бы мог тебя познакомить с Чарли. Ладно, если серьезно, я просто не очень хочу ехать в такое место один. Ладно, поговорим об этом потом. Не сегодня же я еду, правильно? Ты помнишь, что нам сегодня в 11 подписывать договор? Клео говорит, что мы нужны будем оба. Хозяин одобрил мою кандидатуру. Ему, вроде как даже понравились мои видео. Говорит, что я могу выбрать нишу для аккаунта Хауса сам. Он бы хотел, чтобы я делал пранки. Потому что пранки — это типа популярный контент. В котором, кстати, у меня как раз есть опыт. Но я занимался пранками только чтобы показать, насколько глупо прописаны сценарии автоматонов. А не для того, чтобы издеваться над реальными людьми, которые оказались до боли похожи своим поведением на автоматонов как раз. После работы в доставке и общения с клиентами, должен признать, я начал немного скучать по острову. Так, сейчас, погоди, у меня тут... Дилан говорит, что я не должен скучать по каким-то там железкам. Эй, ты там! Я уже давно все понял! Тебе не обязательно каждый раз надо мной издеваться! Ты задолбал. Че, завтракать-то идем? Че, да? Я как раз не знал, что делать. Давай. Ага, давай. Успеем до подписания договора. Супер. Так, погоди, сейчас у нас завтрак, там подписание договора, бла-бла-бла. А что насчет мафии? Что насчет гипнотерапии? Типа, реально? Да ладно тебе, я знаю, что это была ты. У Глена аллергия на клубнику, а Тим считает, что в молочных продуктах прячут микрочипы. Да, Брай, брось. Ты же знаешь, что я так не считаю. Какие микрочипы? Я сказал это в одном из видосов, чтобы набрать комментов, и все. Тогда почему я ни разу не видела, что ты пьешь молоко, а? Ты даже сухие завтраки ешь соком. Брай, ну ты... Непереносимость лактозы — это реальная штука, знаешь ли. Ладно, плевать. Но ты сознаешься или нет, Клео? Брай, ты сейчас серьезно? Ты прекрасно знаешь, что я бы никогда не взяла чужую еду, а тем более твою. Да и тем более твой любимый йогурт. Ты наверняка выпила его сама и, как всегда, забыла. То есть ты сейчас будешь меня убеждать, что у меня с памятью проблемы? Ну а что я могу сделать, если это правда? Так, ладно, ну его нафиг. Эй, девчонки! Вы чё ссоритесь-то, а? Вы это... Если это из-за клубничного йогурта, то я уже знаю решение вашей проблемы. Ну вот, спасибо, Брай. Выставила меня идиоткой перед нашими новыми соседями. Ну давай, паренек. И какое же решение ты предлагаешь? Я вот собираюсь повесить камеру перед холодильником. Да, куда, чё ты? Мое решение куда менее радикальное. Я просто куплю вам обеим по йогурту. О, ничего себе. Ребята, ну раз вы все тут молчите, знаете, я скажу кое-что. А Ричард-то милашка, оказывается. Я не... Да. Ладно, я понял. Походу, я больше ничего не буду говорить в этом доме. Эй, Ричард, чего ты?
Я не против клубничного йогурта, правда. Особенно учитывая то, что я его даже не пила. А я все-таки посмотрю, какие камеры можно купить. Ай, ладно, Брай, успокойся. Давайте, ребят, садитесь, садитесь. Даже если вы не хотите завтракать часто, ну хотя бы посидите с нами. Мы всегда завтракаем все вместе в районе где-то, 8 часов утра. Да, кстати. А еще в это время мы обсуждаем планы на день. Согласовываем съемки, если там кому-то нужно общее пространство и все такое. Давайте. Ну ладно. Окей. Чё, где у вас это? Парень последний? Глен, да? Глен вроде его. О, не волнуйся, он спит. С ним никогда не нужно ничего согласовывать. Потому что он не снимает короткие видео. У него только стримы и нарезки со стримов. Подожди, чё? А как же правила про видео для аккаунта? Ну, нашего общего аккаунта Хауса. Да забей. У Глена немного другая аудитория. Но для Хауса он тоже стримит. Хотела бы я стримить. Не надо мучиться с монтажом и придумывать всякое. Но вот, что бы я стримила? 2 часа репетиции одного и того же танца, что ли? Ладно, всем приятного. Да, приятного. Так, слушайте, а какие у кого планы на сегодня, а? О, я в центр поеду. Сегодня планируется большая акция протеста. Около офиса J Company, прям там. Тим, и против чего же они протестуют? Ну, опять будут кричать, что автоматоны отбирают рабочие места, само собой. Как будто бы они не понимают, что главная проблема-то не в этом. Да, так, поподробнее. А в чем же тогда проблема? О, будто ты не знаешь, Ричард. Кому как тебе не знать? В том, что автоматоны-то опасны. Я посмотрел все твои видео, и после того, что произошло на острове, я больше никогда не подпущу этих долбанных железяк близко к себе. Откуда нам знать, когда в следующий раз у них там что-то перемкнет, а? Ты знал, что они испускают особый сигнал, который может заставить тебя заболеть? Ой, Тим, серьезно. У нас ребята первый день ночуют. Давай ты не будешь рассказывать про свои шапочки из фольги, а? Ты знаешь, что шапочки — это полный бред. И это просто для привлечения внимания. Тонкий слой фольги никак не защитит тебя от их сигнала. Мы должны противостоять им, пока их не стало слишком много. Пока не слишком поздно. Вот. Ричард, ты пойдешь со мной на протест, а? Да, блин. Да я даже не знаю. Знаешь, Тим, я бы, наверное, обустроиться в комнате для начала хотел и... Вот оно что. Вот оно как. То есть, получается, Тим у нас заядлый нелюбитель автоматонов. Слушай, Тим, а знаешь, я могу сходить с тобой. Хотя бы проведаю, что такое J Company. Эй, Тим, то, что Ричард с тобой не идет, не воспринимай на свой счет. Мы только заехали. Нам нужно купить хотя бы отдельную кровать. Эй, Тим, мы с Ричардом вообще-то любим автоматонов. Тех, которые обретают самосознание. Как наш друг Дилан, например. Ну нет, про Дилана точно никому. Вообще мне интересно, что такое J Company. То есть это та самая компания, которая заправляет вообще всем, даже островом. Давай, я схожу. А? Ты чё? Ты? Сможешь со мной? Но... Я бы, конечно, с Ричардом сходил, но ты же вроде как его Всем монтажер, да? привет. Нет, я бы так его не называл. Какой монтажер? Что, Глен? Ты чего это вскочил? Ты же стримил до 7 утра. Да, ваши йогуртовые перепалки достигли такого уровня шума, что на 2-м этаже было слышно. Ой. Глен, ты прости нас. Прости. О, ладно уж, ничего страшного. Подожду, пока вы разбредетесь по комнатам снимать. Потом уж все-таки спать пойду. Ага, ну ладно. Так, а Глен, еще раз, что ты там про монтажера ложку хотел сказать? Ничего. Ну ладно. Тебе больше спать надо, Глен. Эй, подвинься. Слушай, он реально чуть не спалил меня? Вообще, да, реально спать надо. О, кстати, раз поехать-то. Ты, ложка, да. У тебя права-то есть? А то отсюда до J Company далековато вообще-то. Да, есть. О, так это чё, может тогда тачку возьмем? Акция начинается в 2:30, но я бы хотел раньше приехать, само собой. Взять парочку интервью и все такое. Интервью? Тим, кто в рабочее время может позволить себе ходить на такие мероприятия? Видимо, те, кого уволили из-за автоматонов. Вот они и могут. Ребят, знаете, а вот насчет автоматонов я как раз... Я вот считаю, что если ты достаточно хорошо справляешься со своей работой, то никакой автоматон тебя никогда и не заменит. Вот, кстати, да, согласна. Никакой автоматон не сможет так классно смотреть аниме, как это делаю я.
Ну, блин. О, кстати, я пока не забыла. Хотела сгонять в торговый центр, купить новые чашки. Чего? Новые? Ты же пару недель назад покупала, нет? Да у меня в комнате пол как будто шершавый. Постоянно покупать новые приходится. У меня примерно такое же ощущение от пола. Знаешь, мне кажется, в твоем случае лучше покупать чашки в каком-нибудь Ой. магазине типа Ну, спортивной чё, лавки. я-то вроде наелся. Попробуй Слушай, это... или- Ложка, да. Давай тогда возле дома встретимся около часа. А? Да, окей, давай, без проблем. Угу. Ну все тогда. Я к себе, ребят. Давай, Тим, пока. Эй, Ричард, ты не забудь, что обещал нам йогурт. А, и кстати, не забудьте, что скоро приедет хозяин с документами. Угу. Кстати, я тоже жду йогурт. Да, действительно, йогурт это самое важное. Наобещал, Ричард, ой, наобещал. Эй, ребят, вы это, не говорите хозяину, что Лолошка не монтажер. Он запрещает нам приводить своих партнеров ночевать. Чё? Каких партнеров? Блин, мы просто друзья, ты чё? Ну да. Друзьям тоже оставаться на ночевку нельзя. Тем более, жить здесь. Да. И для чего ж тогда у вас гостевая комната? Ну, для друзей. Но официально для родителей и родственников. Клео переехала сюда из того же города, что и твои родители. Что и отец, не родители. Мама у меня всегда жила в Хэнфорте. В одном или в другом, но всегда в Хэнфорте. Ладно, я предупредил. Вы увидите хозяина, поймете, какой он человек. Для него все вот это вот, где мы находимся, это просто бизнес. Да, он вроде создает для нас условия, но ждет, что мы будем пахать как проклятые. Да, понятно, почему в мире, в котором контент есть на каждом шагу, нельзя ни на секунду останавливаться, иначе тебя сразу забудут. Ладно, я спать, ребят. Давайте. Да давай. Ой. Блин, во что я нас ввязал вообще? Чё мы где, блин, сидим? Не, я как бы все понимаю, но это звучит как куча работы и при этом серьезное дело. Я раньше никогда серьезными делами вообще не занимался, кажется. Ой, блин, уже 10:30 при этом. Пойду хотя бы умоюсь нормально. Давай, пока. Окей. О, Клео. Поговорим? Не поговорим. Блин, слушайте, мы реально в какой-то каторге. Что-то, походу, лучше бы мы оставались там, в беднейшем районе, и были самыми нищими днищами, и я был бы не против. Ну да, может быть, там холодновато, но что поделать. Так, Клео. Поговорим, нет? О, сделать подарок. Так, Ой, привет. здравствуйте, мистер Риордан. Добрый день. Ага, здравствуй, Клео. Надеюсь, ты сейчас на диване отсматривала видео конкурентов, а не просто валялась, а? Но, мистер Риордан, я же всего на секундочку присела. Я сейчас делаю видео по процессу пошивки нового костюма. Моей аудитории такое нравится. Ох, Клео, твои пошивки занимают слишком много времени. Ты за эти часы могла бы столько другого материала отснять. Но, мистер Риордан, вы же знаете, я стремлюсь не только за количеством, но и за качеством, поэтому... Вот. Да. Я от тебя подобное слышал уже много раз. Если Ой, у тебя Ричард. не будет нормального Да-да-да, количества... я поняла. Вот, кстати, смотрите. А это Ричард Труман, наш новый жилец. Ричард, знакомься. Это у нас... Тихо, Клео. Я сам себя могу представить. Знаешь ли... Называй меня мистер Риордан. Ладно. Меня Ричард зовут. Так, еще кое-что. Что я говорил насчет приглашения друзей, а? Не-не-не-не-не. Мистер Риордан, это Лолошка. Это монтажер Ричарда. Они живут в одной комнате. Монтажер. Зачем это монтажеру жить с тобой, а? Угу. Ну, походу, я понял, о чем говорил Глен. Это прям бизнес, дядька. Это не ваше дело. Как Ричарду удобнее, так он и делает, ясно? Знаете, я на самом деле никакой не монтажер. Я просто близкий друг Ричарда. У нас нет возможности снимать жилье по отдельности. О, ну это прям супер короткий путь к нищему району обратно. С другой стороны, нам как бы намекают, что я могу отказаться и реально жить по отдельности. Ричард снимает в очень высоком качестве. Видео весят очень много и долго грузятся. Поэтому нам проще жить вместе, чтобы я мог приступать к монтажу, как только видео снято. Солгать. Ладно, я думаю, это хорошая ложь. Давай вот это. Ну, много весят. Вот оно что. Ну,
Тогда мы с тобой говорим на одном языке, Ричи. Я рад, что ты понимаешь, что время — это деньги. А в мире блогинга очень большие деньги. Я видел, что ты вроде как у нас пока начинающий. Но я также рад, что разглядел в тебе потенциал. Да, спасибо. Ну, что ж, я так понимаю, вы скидываетесь на жилье вместе, да? Да, мистер Риордан. Ну, так быть, ладно. Поскольку вы не занимаете больше места, я не стану требовать с вас больше денег. Хоть вы и будете тратить больше электричества и воды, чем один человек, кстати. И если вы будете работать без штрафов, то так все и останется. Вот такой вот я доброй души человек. Да, спасибо огромное, мистер Риордан. Я буду очень стараться. Конечно, конечно будешь. У тебя, милок, других вариантов-то и нету. Теперь давайте все-таки к бумагам. Ни к чему это пустая наша болтовня, да? Боже мой. Так, ну нормальненько. Значит, я пришлю сегодня вам вторую кровать в комнату. Нечего вам на одной спать, это непрактично. О, спасибо, мистер Риордан. Бога ради, хватит меня благодарить, что ты мне платишь деньги за такие условия, а не я. Так, вы у нас, значит, новенькие, быстро растете, но все-таки еще новенькие, да? Я же не зверь какой-то, ну погляди на меня. Я просто бизнесмен. Соблюдайте правила, и я, ну так и быть, буду готов идти на уступки. Я готов простить вам кое-какие там ошибочки, поскольку вы еще в начале пути. Но постарайтесь не испытывать мое терпение. Да, мы вроде пока и не испытывали. То есть я и не планирую. Хорошо. Я просто предпочитаю предупреждать заранее, чтобы обид не было как минимум. Давайте, парни. Да, всего доброго. Блин. Ло, тебе не кажется, что он пытался нас запугать? Но мы сюда из гнезда переехали. Разве таким нас запугаешь? Ладно, я тогда пойду пропишу ближайшие сценарии. У меня есть кое-какой запас отснятого материала, а вот сценариев больше нет. Давай, я работать. Хорошо. Так это что, получается, я тут на чили, на расслабоне, я не буду монтировать, верно? Хе-хе-хе. Я живу на самых птичьих правах. Я могу ничего не делать и просто скидывать баблишко. Беда только в том, что дабы скинуть это самое баблишко, мне нужно заработать баблишко. Так, здесь у нас никого нет. Брай, я тут на всякий случай постучу, ты просила стучать. А, Брай тоже нет, окей. А вообще, что у нас по времени? Мы в 13 часов собирались поехать. Тим, ты вроде как здесь, да? Тим, мы готовы? Стоп, а где все? А где мы в итоге договорились встретиться? Я вот даже по чату не могу найти. Тим, черт возьми, нам же... А, все, вопросов нет. Сейчас, погоди. Короче, ты знал, что главная цель J-Company — это внедрить автоматонов в нашу жизнь? Чтобы они могли следить за нами в любой момент. Вот зачем это надо. Чувак, ты слишком много нагнетаешь. Ты скептик, я так понимаю. И чем ты таким интересен, чтобы за тобой постоянно следить, а? Не знал. А это правда? Да, конечно, знал. И если использовать достаточно слоев фольги, от этого можно защититься. Кстати, жалко, что здесь нету в скобочках типа слова сарказм. Я бы тогда нажал. Просто я не понимаю, я это на серьезничек скажу или сарказм? Ну ладно, давай вот это. Чем же ты таким интересен, чтобы за тобой постоянно следить, а? Да, ты чё, серьезно? Как? Да тем, что разгадал их планы, очевидно же. Они пытаются меня заткнуть, строчат сотни комментариев, что я какой-то чокнутый. Но я не перестану нести свою правду людям. Ого, чувак, а вот тут ты серьезно прав. Строчат сотни комментариев, что я чокнутый. А ведь именно это то самое, о чем говорил Дилан. Это же он строчит эти сотни комментариев. Блин, знал бы ты, Тим, что твоя догадка вполне себе правда. Ну ладно, продолжай. Да, что там продолжать-то? Едем на протест давай. J-Company находится на улице Ричмонда 29. Ладно, понял. Ричмонда 29. Что ж, я тут на самом деле специально до серии поставил waypoint фиолетовый, то есть он будет означать, что наш дом, новый дом, находится здесь. По итогу нам сейчас нужно на улицу Ричмонда 29, это явно в ту сторону. Если смотреть по миникарте, то это где-то
вот сюда. Да, улица Ричмонда явно здесь. Нам не так много ехать-то, если подумать. Но нам нужен каршеринг. Благо, есть хотя бы одна машина. Это будет пикап. Давай, запрыгивай прямо сзади, а я буду за рулем. 102 в минуту, блин. Ну, давай. Садимся. Все. Поехали! Лишь бы меня не сбили, черт возьми. Едем по крайней правой полосе. Так, по итогу улица Соляная, улица Харриса. Нет, это все еще не Ричмонда. Но, по-моему, вот здесь мы поворачиваем и... Да, вот улица Ричмонда. Только мне сейчас нужно просто прямо. Мы даже, кстати, не разговариваем, Тим. Честно говоря, я думал, что мы будем болтать. Так, аккуратненько. Выходите, мистер, закончить. Спасибо, что подвез, чувак. Хотя я и не люблю каршеринги. Они сделаны для того, чтобы следить за людьми. Но это лучший вариант из тех, что у нас был. Давай, пойдем. Я-то не против. Он реально... Он все считает... Да, чувак, я вижу по твоим глазам. Твоим словам тоже. Ты считаешь меня чокнутым. Я не обижаюсь. Я привык. Большинство людей отказываются увидеть правду, и я никак не могу на это повлиять. Я счастлив, что я среди тех, кто понимает, как все устроено на самом деле. Ты тоже можешь стать одним из посвященных. Но для этого я должен быть уверен, что ты надежный. Так, ну ладно, я тогда пойду поищу людей для интервью. Хорошо. В итоге вот она, J Company. Прямо перед нами огромное здание. Ух ты, капец, ребятушки, что могу сказать? У вас тут споры и протесты вообще не перестают идти. Автоматоны зло. С кем-нибудь из вас вообще можно поговорить? Они уничтожают наше будущее! А я просто мимо проходила. Но J Company это отстой! О, господи. Так, ну ладненько, у кого-то здесь хотя бы есть вера в то, что автоматоны это зло. Сжечь автоматонов. Меня уволили с работы из-за того, что я несколько раз опоздал. А автоматоны типа никогда не опаздывают. Ну да, в этом есть логика для работодателя. Здесь у нас по итогу интервью. Послушать мы не можем это интервью, я понял. Получается, у нас есть свое интервью. Здрасте. Наши дети будут расти в нищете из-за того, что они сейчас хотят пировать. Не дадим им пировать! Не дадим! Господи. А зайти-то в этот J Company можно? Это как будто не похоже на главный вход. Или нет, это заставленный вход. Видимо, от протестов специально. А если здесь? А там есть какой-то другой черный вход, видимо. Пожарный выход. Кажется, я знаю, зачем он нужен. Возможно, в будущем пригодится. Я так понимаю, то, что в основном протестуют те, у кого забрали работу. Ну, то есть, Клео была права. Знаете ли вы, что проблема автоматонов в том, что с их помощью они хотят нас контролировать? Чего? Парень, ты чуть чокнутый. Автоматоны могут посылать особые сигналы, которые... Вот как раз из-за таких, как ты, нас и не воспринимают всерьез. Иди отсюда. Вау. Сейчас, Дилан, что такое? Да, приятно знать, что этот Тим просто идиот. Я боялся, что у нас с ним будут какие-то проблемы. Все-таки он же инфлюенсер, который может влиять на мнение людей. А у него, кажется, основная часть подписчиков — это те, кто над ним угорает. Но ты видел когда-нибудь человека, который бы сказал, что шапочки из фольги не работают, потому что фольга слишком тонкая? Ай, блин. Но я в любом случае рад, что он тебя сюда притащил. Такие мероприятия не очень часто проводятся именно около J Company. Обычно они выходят в парк или там на какую-нибудь площадь. Поэтому сейчас большинство сотрудников, вероятно, отвлечено. А это значит, Ло, ты можешь проникнуть в здание и поискать лабораторию JDH. Через главный вход ты не пройдешь, тут охрана. Я нашел пожарные планы здания. Ты можешь попробовать пробраться через задний. Исследовательский отдел, куда тебе по идее надо, на 3-м этаже. Задний вход ведет сразу на лестницу. Очень удобно, да? Иди, пока эти придурки не начали расходиться. Времени у нас немного. Что? Подожди, реально? То есть я сейчас на полном серьезе могу воспользоваться этим протестом? Что это? Что это? Это датчик слежения. То есть там, видимо, какой-то человек стоит. И знаете, вот эти красные кружки. Что? Алмазный замок? Батюшки. Хорошо, что у меня есть отмычки. Так, тихо. Тихо, не ломать. Тихо, тихо, пожалуйста. Хорошо. Ой. Кто это?
Котик спит. На самом деле, скажу честно, если бы не Дилан, я бы сейчас даже не допер до того, что J Company это же по факту то самое место, где может быть лаборатория GDH. Потому что когда-то J Company по-любому создал именно GDH, а не кто-то другой. Все это... Блин, я как бы понимаю то, что это через стену, но я все равно боюсь этого красного кружочка. Так, ладненько. 3-й этаж это точно вот это? О, смотри-ка. А вот это интересно. Тут явно что-то будет. О, фига себе. Картофель фри, обильная еда. Да. Я, пожалуй, прямо сейчас тогда возьму. Так, в итоге где я, что я? J Company, вот, блин. Чего не ожидал, так это то, что буду ходить по какой-то огромной корпорации. Тихо. Давай сюда попробуем. Тихо. Мешок, не плевать на мешок. Куда я иду, бога ради? Я вообще в правильном направлении. Ой. Кабинет Джон Дэйви Харрис. Я могу подойти? Джон? Джон, ты пришел за мной, да? Поразительно, что может сделать с мозгом смешение окситоцина и кортизола. Гормональная буря вызвала галлюцинации. Если это так, то я даже рада. Галлюцинация не сможет меня бросить так, как это сделал ты, Джон. Я знаю, что ты хочешь сказать. Что наши отношения сугубо профессиональные, потому что мы коллеги и все такое. И что даже не будь мы коллегами, ты бы никогда не опустился до того, чтобы общаться с такой несовершенной формой жизни, такой насмешкой над эволюцией, как я. Черт! Как же я скучаю по твоим оскорблениям, потому как ты редуцировал меня до инфузории. То, что было между нами, Джон, это самое токсичное и самое прекрасное, что со мной происходило. Да, я прямо сейчас сижу в твоем кабинете, перечитывая один за другим твои журналы наблюдений. Этот сарказм, это издевательство над всеми нашими коллегами, настолько тонкие шутки. Большинство из них даже и не догадывались, что над ними издеваются. Так тонко. Господи бога ради, тихо, девочка. Пока ты не сказала никакой другой идиотской ерунды, скажу, что я не галлюцинация. Какая же ты жалкая. Тебе повезло, что я не Джон, и он не увидит этого представления. Как пройти в туалет? Стоп, что? Я не могу отыгрывать Джона в виде галлюцинации? Типа, я в любом случае должен спалиться, что я не Джон? Пока ты не сказала никакой другой идиотской ерунды, скажу, что я не галлюцинация. Джон? Температура повышена, пульс учащен, зрачки не расширены. Ты действительно не галлюцинация, и ты очень-очень нервничаешь. Я только что прямо перед тобой... И ты все это... Какой позор! Зачем ты вернулся, Джон? Чтобы опять посмеяться надо мной, да? То есть, я понял. Она все еще думает, что я Джон. Хорошо. Нет, знаешь, я пришел сказать, что все это время я любил тебя, но не знал, как признаться в этом даже самому себе. Мои издевки были попыткой избежать от очевидного. Ты нужна мне, и мне нужна твоя помощь. Солгать. Да в это же никто не поверит. Она не поверит, учитывая, что она сейчас рассказала про Джона. Я не Джон, неловко вышло. Нет, я шел в свою лабораторию. Ты слишком незначительна, чтобы мои планы хоть как-то вращались вокруг тебя. Вот этот ответ очень похож на издевку Джона. Да. Что? Ну так и отправлялся бы в свою лабораторию тогда. Зачем сюда-то приходить? Я сдержала слово и ничего не приносила из твоей ужасной промзоны сюда. Никто не знает о твоих исследованиях. Я никому ничего не сказала. Прямо как и ты, кстати, перед тем, как исчезнуть. Как тебе только наглости хватило заявиться сюда спустя столько времени? Почти год, никаких вестей. А теперь ты врываешься сюда, как будто ничего не было, да? Говоришь мне только про лабораторию, в которой мы провели столько времени. Как ты... Кстати, как ты вообще сюда попала, а? Твой пропуск давно аннулировали. Молчишь, да? Это даже хуже, чем постоянное оскорбление. У тебя есть 10 секунд, чтобы убраться из этого здания, или я вызываю охрану. Что? Какие 10 секунд? Бога ради! Выпустите! Выпустите! А всем плевать? Я
вообще сейчас в шоке был. Какие 10 секунд? Я реально выпрыгнул из здания. Стоп, что Дилан печатает? Это было интересно. Но, по крайней мере, мы узнали, где находится лаборатория GDH. Если бы не этот разговор, не уверен, что нам бы удалось это хоть когда-нибудь узнать. Хорошо, что промзона находится под контролем мафиози, к которому тебе предстоит скоро внедриться. Санчеза, помнишь? Марло, сам того не подозревая, помогает тебе добраться до цели. Найс. Это действительно найс. А почему всем плевать, что я выпрыгнул из окна? О, я сейчас такой стресс-тест испытал, честно говоря. Получается, это была какая-то девушка, которая работает на J Company. И да, она очень влюбилась в Джона. И судя по ее рассказам о лаборатории, она была приближена к Джону. То есть он ей доверял какие-то секреты. О, и кстати, я только сейчас осознал то, что Тима нет. Он уехал, я его не видел здесь на протесте. Да, походу меня не дождались и просто уехали. Значит так, мне, наверное, лучше домой сейчас, потому что поздно, потому что надо. Юго-западный бульвар. По-моему, это оно, кстати. Добро пожаловать на борт автобуса. Спасибо. Ну-ка, это оно? Сразу проверяем по миникарте. Нет. А, да, вот он я. Это прям недалеко, Блогер Хаус. Эй, Тим, я, если что, не сбежал, правда? Так, Тим. Ага, не могу зайти, я понял. Ричард, а ты? А Ричард дома. О, Ло, ты где был весь день, а? Риордан прислал новую кровать, смотри, какая красота. Как и обещал, прикинь? Я так рад. С тобой, конечно, теплее, но мне надоело, что все считают нас парочкой. Так что, наконец, мы просто соседи. Да уж, и ты думаешь, что в это поверят. Все? Да, все, видимо, закончили диалог. Ты в телефончике иди. Так, погоди, мне Дилан что-нибудь написал? Марло, сам того не подозревая, помогает тебе добраться до цели. Это хорошо. А что насчет тела? Просто мне почему-то казалось, знаете, у меня в голове примерно такая цепочка была, когда мы пробежали в J Company. Я думал не о лаборатории. В тот момент я думал о теле Дилану. Казалось бы, компания, которая занимается автоматонами. Почему я не нашел там тело? Короче говоря, очень-очень сумбурная серия. У нас много новых персонажей. У нас деньги, которые я не заработал, кстати. Вот вы понимаете, какая проблема? Мне нужно будет платить, а я не заплачу, получается. Ну, типа, у меня деньги в минуса идут. Я не могу назвать эту серию затишьем перед бурей. Это скорее, знаете, буря, которая скоро перерастет в двойную бурю. Я могу назвать эту серию вот так, да. Очень много информации всего лишь за один выпуск, надо это обязательно переварить, но самое главное, это лаборатория GDH, которая, оказывается, находится в промзоне. Все, это запомнили. Я очень надеюсь, что в следующей серии поднимется тема мафиози по имени Санчез, и мы хотя бы сможем появиться у Марло Бренда. Но это все в будущем, на этом я буду постепенно заканчивать. Надеюсь, что вы поставите лайк, подпишитесь, потому что это огромный буст к мотивации. Напоминаю, благодарю, что пипец. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и лаборатория GDH. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.